Всем привет! Сегодня новая сказка у нас «Василиса Прекрасная». С куколкой. Итак, в этой сказке женская часть умирает вначале. Умирает мать главной героини. Умирает мать, Умирает не женская мать. часть умирает. я Василиса сама женская часть. Умирает мать, да. Она передает ей куколку. Мгм. Опять же, подробности мы пропустим, что именно там, кто кому говорил, что. В общем, в результате этого печального события у Василисы остается куколка от матери, у которой есть определенные свойства помогать ей, если она попросит. Мгм. У нее появляется мачеха. Мгм. А мачеха, как я уже знаю, это отличная, отличная. Вот в одной из сказок у нас было такое, что часть мачехи это отличная, это, не знаю, тренер для девочки. Мгм. Хороший тренер. А тут вообще очень много материнских частей-то в сказке. Разбросано. Разбросано, да. И сестры эти тоже ее. Все как обычно. Все как обычно. Жесть. Всегда есть главный герой, который попадает в такие передряги в жизни, где надо Да. взрослеть. Мгм. Никак без этого. Вообще никак. Ну, это интересно наблюдать на самом деле. Надо изначально уйти из родительского дома. Да. Шаг номер 0, да, называется. Шаг номер 1. Но сначала ты получаешь благословение, а дальше ты идешь. Своей дорогой. Да, то есть появляется некая мачеха. Когда умирает благословляющая мать, появляется мачеха. Но она уже не благословляет, она уже... Она просто выпихивает из дома. Да, и типа, иди-ка ты сепарируйся, дорогая ты Василиса. Расти. Расти. Иди расти. И не куда-то иди расти, а к бабе Яге. Да. А Баба Яга это местная ведьма, которая много чего знает, умеет. Угу. Ну, я ее воспринимаю всегда, воспринимал с детства даже как положительного героя. Как бы это ни казалось странным. Так и есть. Кто сказал, что баба Яга отрицательная? Но мне кажется, ее в кинематографе пытались показать отрицательным героем. Ну, это такая страшная часть, но это же не отрицательный. Вообще, да, нету ни положительного, ни отрицательного. Агрессия плохо или хорошо? Конечно, нейтрально все. Смотри, куда ты ее направляешь. На Вот. что. Да, радость. Тоже, Другу побили, а ты будешь ржать. да, тоже так себе. Поэтому тут у нас множество чувств, множество, большая палитра карандашей для рисования. Мы не выбираем один карандаш, нам надо 150. Мгм. И мы сами выбираем, что рисовать. Играем мы не мелодию из одной ноты, да, и используем весь потенциал. Да, и она ее выпихивает именно к Бабе Яге. Для того, чтобы... Зачем? для того, чтобы отпустить А ее. что случилось-то? Почему к бабе Яге? Ну, они захотели же от нее такой- вообще избавиться. Там же Баба такой Яга- красивый процесс. Баба Яга, она, как по их мнению, она Что убивающая. есть у бабы Яги, чего нету у дома у мачехи? Зачем ее отправили? Огонь. Огонь. Пойти за искрой к Бабе Яге. За искренностью. Ну, по сюжету действительно складывается так, что мачеха не искренна. Ну, не хватает искренности в этом доме. Они что вот все виляли там, как бы... Ты понимаешь, дело в чем? Вот как мне кажется, что дело не в том, что мачеха искренне или не искренне. Здесь история про то, чтобы сама Василиса стала искренней с собой, да, то есть у нее искра внутри была. Ведь опять-таки, пройдя весь процесс, конечный итог-то какой? Баба Яга ей не дала сразу огонь, она дала некие задания, чтобы она Да. могла выполнить и получить этот огонь. Ну, чему баба Яга Научиться. учит? Чему? Учат хозяйству, учат именно выполнять Безоговорочному служению, можно так сказать? служение. В принципе, да. Вот. Потому что героиня, она не спрашивает хорошо-плохо, она просто идет делает. Самое главное там было не задавать Вопросов. да. И задав один единственный вопрос, она получила что? Что она получила? Огонь и череп. Огонь и череп, да, Да. который на палку надела. Тоже на палку одела и понесла.
Страшная сказка. Невероятно. Почему? Присутствие черепа в сказке. Ну, Как сказка. символ. Ну, в сказках-то много всяких разных. Крошечку-хаврошечку мы разбирали, там же тоже кости. Угу. Череп часто присутствует. На самом деле кости достаточно часто присутствуют в сказках. Что такое кость? Кость основа. Да, кость основа. Кость это основа всего. Да, то есть это вот свет проливающих из основы семейной системы, из основы вот этой вот. То есть мудрость рода она о себе перенимает и несет этот огонь. Соответственно, приходя обратно, возвращаясь в дом, сжигаются все. Все остальные. Да, то есть все остальные части. То есть трансформируются. Что такое сжигание? Трансформация. Происходит трансформация. А далее? Ну, трансформация это же вот как раз про главных героинь, которые, ну, второстепенных героинь. Они уходят, то есть действительно трансформируются. Да. А далее Василиса, она встречает молодого человека. Он попадается у нее на пути, когда она преобразилась. То есть можем мы здесь посмотреть в такую сторону, что у Бабы Яги она научилась вести хозяйство, содержать дом внутри, а дальше она встречает бабушку, у которой она начинает жить. Уже такую добрую часть материнскую, где она начинает что делать? Самостоятельно жить. Ну, она с бабушкой-то с этой живет. Что она делает там? Ну, хозяйство поддерживает. Шьет ткань, ткет. Точно, да. Ткет. Да, ткачество это такой вообще очень интересный процесс. Это говорит о том, что она может ткать свою судьбу. И там она ткет невероятную тонкую ткань. Соответственно, делаем вывод, что красивую. Тонкую, легкую. То есть она готовит себе легкую, что? Жизнь. Жизнь, да. И она ее может проявить, что со мной, дорогой мой мужчина, будет легкая жизнь. И, соответственно, он появляется в жизни главной Да, героини. и получается у нее такой тоже достаточно сильный прогресс идет. То есть она из девочки становится княжной в дальнейшем. Но несет вот это вот, Легкость вот эту. проявляет эту рубаху, да, она там ткет рубаху, проявляет эту рубаху кто? Бабушка. Вот эта бабушка, она говорит, я тебе натку, ты продай, мы на эти деньги будем жить. Обмен такой совершенно. А бабушка говорит, эта рубаха достойна только князя, да, так. То есть такая тонкая, только вот ему достойна такая жизнь. То есть если посмотреть в этот процесс, что вот эта вот добрая часть матери, потому что здесь вот такое женское, распиленное на кусочки, там кусочек, тут кусочек, материнское, распиленное на кусочки. И здесь она показывает о том, что вот только вот материнское может такое доброе увидеть то, что девочка может свою судьбу сама дать, проявить. И она несет это князю. В итоге князь ее в дальнейшем выбирает в жены. И становится она княжной. Вот такой вот рост большой идет. Да. Когда человек соединяется со своими частями, учится. Когда все принимает, да, от негативной части матери уходит в лес, как символ бессознательного, к такой тоже негативной, страшной части матери, которая обучает. Которая, как правило, скрыта в лесу там где-то. Скрыта в лесу, скрыта бессознательно. Она учит жизни, не задавая лишних вопросов. То есть не задавай, зачем тебе это нужно. Как же, в подростковом возрасте. А зачем мне это нужно, мыть полы в доме? Я и так без них проживу. Зачем мне нужно учиться? Делай и не задавай вопросы, просто делай. А потом, как выясняется во взрослой жизни, если тебя мама этому не научила, тебя будет учить свекровь. Что не очень хорошо. Даже очень нехорошо. Это лишние конфликты, то есть, получается, никак не может проявиться благословляющая мать, которая благословляет тебя как женщину на рост, на развитие.
То есть и ты живешь то у мачехи, то у бабы-яги, то у мачехи, то у бабы-яги. Ни та, ни другая на самом деле не принимает. Никак не можешь выйти из этого замкнутого круга. Угу. И остаешься ребенком. Огонек тебе в череп никто, а сознание в голову никто не дает. Ну, получается, действительно, когда собираешь части и уже уходишь на свое хозяйство. Да, когда ты сам начинаешь проявлять себя, ткать свою судьбу сам. Да, Ну, ты можешь начать ткать судьбу после того, как ты научишься плести, да, после того, как ты научишься там семена разбирать. Угу. Ну, ты там те задания, которые есть в Золушке, те задания, которые есть в мифе, по-моему, о психе и Эросе, там такие достаточно стандартные задания. На самом деле у женщин достаточно стандартные задания. Держать дом в чистоте. Уют, да, создавать уют. Угу. И тогда ты можешь в легкости плести свою судьбу. И получается, смотри, вот по сюжету главная героиня, она все время с этой куколкой всю жизнь до конца прожила. Ну, с благословением, Благословением. конечно. А это можно считать, что она не отсепарировалась как-то? Или это просто... Нет, почему? Благословение это не значит не отсепарировался. Благословение это как раз-таки наоборот, процесс сепарации. То есть ты готова к сепарации, я тебя благословляю на взрослую жизнь. Все. Иными словами, признаю, что ты можешь, и ты вот Да, идешь с этим чувством. да, что ты можешь. И даже в самый темный момент в жизни, да, то есть вот это попадание к бабе Яге, в самый темный момент жизни, ты все равно действуешь, делаешь какие-то дела, ты просто делаешь, не задавая вопросов. Да, редкое качество такое, делать, не задавать вопросов. Угу. И тогда ты получаешь осознание. Я тебе открою небольшой секрет, очень много учителей об этом говорит. Очень много учителей всяких разных, да, гуру говорит об этом, о том, что соблюдайте иерархию, почитайте отца и мать своих, да, не задавайте им вопросы. А принимайте их. Принимайте, да. Еще скажу один такой очень интересный момент. Если вот ты приходишь, а у женщины в доме беспорядок, она не сепарирована. А есть другая крайность, когда приходишь, у женщины абсолютный порядок, она за каждую крошку стресс испытывает. Это Там есть хорошая мама. условно хорошая, да? Да, и хорошая девочка. Тут, ну, Часть другой этого. полюс. Да. То есть это та, которая задает вопросы, а как мне для тебя быть хорошей? Чтобы ты увидел, что я хорошая, да? Да, есть какой-то такой миф африканский, там вот таких вот девочек съедают обычно. Первыми. Да. Ну, поглощают. На самом деле в русских народных сказках вот эта вот история про, когда герой идет, попадает на домик к бабе Яге, и она его первым делом спрашивает: ты куда идешь, по делу или без? Угу. Если по делу, ну заходи, а если без, я тебя съем. Если ты по жизни ходишь без цели, то материнский комплекс тебя съест. Да, это мощно. Да? В сказках описано все. Я вот чем больше их читаю, тем больше удивляюсь тому, насколько это все точно выверено. Просто видеть эти моменты, нужно видеть, и все. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Задавайте свои вопросы в комментариях, а мы на них ответим. Да, всем пока-пока. Ой, хотела еще сказать. Предложайте тоже, какие сказки бы вы хотели видеть, какие сказки вам бы было интересно. Про какие сказки вам бы интересно было послушать нашу точку зрения.